Арми были шокированы, Чингук немедленно последовал его примеру после того, как Атани обнял Тэхёна. Что же именно произошло на стадионе «Доджер», что оставило миллионы Арми в шоке, в слезах и в роящихся догадках? Почему Чингук, золотой жест BTS, отреагировал так неожиданно, увидев, как Тэхён обнимает суперзвезду бейсбола Атани? И может ли этот, казалось бы, простой жест раскрыть эмоции и правду, о которых фанаты давно подозревали, но никогда не подтверждали? Эти вопросы теперь доминируют в заголовках, заполоняют социальные сети и оставляют Арми в водовороте эмоций. Ночь 25 августа 2025 года навсегда запомнится как историческое столкновение культур. Лос-Анджелес Доджерс пригласили Ким Тэхёна, более известного во всем мире как V из BTS, сделать торжественный первый бросок на стадионе «Доджер». То, что должно было стать символическим празднованием мировой славы, мгновенно превратилось в горячую точку для спекуляций, когда Тэхён, обладатель идеального слуха, обнял Тэхёна, что взорвало интернет. Тэхён, одетый в майку «Доджерс» под номером 7, в сочетании с повседневными выцветшими джинсами, контролировал поле своим непринужденным обаянием. Его бросок левой рукой плавно и точно полетел в перчатку кэтчера. Этот момент вызвал бурные аплодисменты, потрясшие трибуны. Болельщики кричали, камеры сверкали, и через несколько секунд хэштеги, отмечающие этот момент, стали трендами по всему миру. Однако то, что произошло дальше, изменило всю атмосферу вечера. Сёхэй Атани, одна из величайших легенд бейсбола, приветствовал его широкой улыбкой. Камеры запечатлели момент, когда Атани заключил Тэхёна в теплые объятия, краткие, но сильные, выходящие за рамки спорта и развлечений. Для случайного зрителя это было просто проявление дружбы, уважения и культурного обмена. Но для армии, особенно для тех, кто понимал всю сложность эмоциональных отношений между Тэхёном и Чингуком, этот момент стал искрой, из которой разгорелся огонь вопросов, слез и споров, который до сих пор не утих. Чингук не молчал. Спустя мгновение после того, как Атани обнял Тэхёна, его реакция, запечатленная в бесчисленных клипах, фотографиях и свидетельствах очевидцев, облетела весь мир. Его лицо, язык тела и мгновенная реакция стали предметом одних из самых эмоциональных фандомных дебатов года. Улыбнулся ли он? Вздрогнул ли он? Была ли это ревность, гордость или что-то более глубокое? Что-то невысказанное, но ощутимое. В одном широко распространенном клипе Чингук внимательно наблюдал, его взгляд был прикован к Тэхёну, когда тот возвращался с холма, его губы сжаты, плечи напряжены, а затем неожиданное движение. Чингук, вместо того, чтобы хлопать или подбадривать, замер, поправил шляпу и слегка отвернулся от камеры. Некоторым это показалось сдержанностью, как будто он боролся с эмоциями, слишком сильными, чтобы показывать их публично. Другим это показалось тонким протестом, нежеланием делиться своими чувствами в свете софитов, который только что охватил Тэхёна. Появились теории. Одни фанаты думали, что Чингук отворачивается, чтобы контролировать свои эмоции, другие считали, что он демонстрирует гордость, замаскированную под спокойствие, в то время как самые эмоциональные интерпретации видели его реакции проявления уязвимой и уязвимой стороны его связи с Тэхёном. Годами фанаты строили предположения об их близости, читая смысл в каждом взгляде, каждом взаимодействии, каждой улыбке. Для них это были не просто объятия Тэхёна и Атани, это было испытание эмоций Чингука, и результат был ясно написан на его лице. Возникли споры, тайно ли Чингук гордился всемирным признанием Тэхёна? Или он боролся с бурей личных эмоций? Была ли его мгновенная реакция просто естественной реакцией на масштаб события или чем-то гораздо более личным, то, что фанаты давно подозревали, но так и не подтвердили? Показания разнятся. Одни свидетели утверждают, что Чингук оставался удивительно спокойным после инцидента, другие говорят, что он тепло улыбнулся, когда Тэхён присоединился к группе и даже нежно похлопал его по плечу. Эти разные показания лишь добавляют еще один слой домыслов. Однако есть и другая точка зрения. Возможно, реакция Чингука вовсе не была связана с ревностью. Возможно, он просто был ошеломлен, увидев Тэхёна в объятиях такой монументальной фигуры, как Атани. Его отстраненность была формой личного самоанализа под ярким светом камер и ревущей толпой. У Арми слезы лились сами собой. Вид того, как Чингук сдерживает эмоции, и понимание всей сложности его реакции вызвали волну сочувствия по всему миру. Социальные сети превратились в море эмоциональной поддержки для них обоих.
Но если отбросить все домыслы, то факты просты. Чингук не выглядел расстроенным, он не ушел в знак протеста, и он не показывал никаких явных признаков ревности. Он был просто молодым человеком, присутствовавшим на стадионе, полном огней и ликующих возгласов. Его лицо открыто для интерпретаций, но интерпретация не является доказательством. Долгая история BTS показывает, что Чингук и Тэхён постоянно поддерживают достижения друг друга. Они неоднократно подчеркивают силу своего братства. Чингук даже выражал свою гордость всякий раз, когда другой участник группы блистает, и нет никаких доказательств того, что этот вечер был чем-то другим. Объятия Тэхёна и Атани не были чем-то выдающимся в контексте американского спорта. Такие объятия – обычные знаки дружбы и уважения. В данном случае взаимодействие символизировало единство корейской и американской культур. Этот эпизод подчеркивает силу восприятия в цифровую эпоху. Одно объятие, один взгляд или двусмысленное выражение может быть преувеличено, разобрано и превращено в историю, которая покорит миллионы сердец. Социальные сети процветают на таких моментах, разжигая домыслы быстрее, чем факты. Однако интенсивность реакции ARMY – это не признак доверчивости, а признак любви. Она показывает, как сильно они заботятся о Чингуке и Тэхёне, как внимательно они следят за каждым их шагом и как глубоко они заинтересованы в том, чтобы защитить счастье своего кумира. В конечном счете, эмоциональные истории могут быть захватывающими, но они не должны заслонять правду, факты очевидны. Бросок и объятия Тэхёна с Атани стали культурными вехами, которые отмечали миллионы. Присутствие Чингука было проявлением тихой поддержки, а не молчаливым возмущением. Споры родились скорее из воображения фанатов, чем из реальности. Итак, что же на самом деле произошло после того, как Атани обнял Тэхёна? Ответ прост. Чингук сделал то, что всегда делал, поддержал брата в момент его славы. Шок и слезы армии были вызваны не фактами, а силой повествования и человеческой склонностью искать смысл в мелочах. Стадион «Доджер» был не ареной для эмоционального соревнования, а скорее празднованием культурного единства и мирового влияния BTS. Объятие было просто объятием. Реакция Чингука была реакцией гордого брата. Ни больше, ни меньше. Иногда объятие – это просто объятие, и самый удивительный поворот в том, что никакого поворота на самом деле нет.